Всех приветствую! Почтой России пришла мне электрокоптильня бренд 6060. Сама коробка с цветным принтом. Продавец положил гарантийный талон. Руководство по эксплуатации на русском языке. Красочную книгу рецептов. Сколько всего здесь много. Правда, рецепты сложные, больше для гурманов подходят. Освободили от коробки пенопласта нашу коптильню, открываем. Кстати, крышка у коптильни из нержавейки, это очень хорошо. Уплотнительное кольцо крепится зажимом, выпадать не будет при использовании, да и при закрытии уже не переживаешь, правильно ли оно легло, будет ли герметизация. Емкость для щепы из простой стали, возможно будет ржаветь из-за рассола. Мерный стаканчик пластиковый, не хрупкий, при неосторожном падении не треснет. Еще здесь у нас есть большая ложка-поварешка. Почему-то поверхность не гладкая, а с точками. Материал пластик. При помешивании антипригарное покрытие чаши не будет портиться. Вторая ложка меньше. Зачем производитель ложит две, непонятно. Запасное уплотнительное кольцо, завязанное в узел. И кабель питания, как у компьютера. Для копчения нам потребуется ольховая щепа. На один цикл расход совсем небольшой. Засыпаем ложкой в емкость. Формируем небольшую горку, дыма побольше будет, да и вкус насыщеннее. Если кто не любит приторный вкус дыма, можно поменьше закладывать. Сверху ложим крышку, чтобы капли сола не попадали на нагревательный элемент. Обязательно заливаем воду, примерно 80 мл для срабатывания дымового гидрозатвора. Устанавливаем решетку с мясом, на ее упорах надеты силиконовые наконечники, антипригарное покрытие не пострадает. Закрываем крышку, она легко садится на пазы. Визуально надо запомнить ее правильное положение в открытом состоянии, чтобы не крутить туда-сюда. Все закрывается очень просто. Поворачиваем против часовой стрелки до упора, ручка крышки и ручка коптильни встают на одну линию. Выбираем меню «Горячее копчение». Устанавливаем время работы 50 минут. Правда, в книге рецептов рекомендуют 40. Как по мне, 40 минут маловато. Чем дольше держим кнопку переключения времени, тем быстрее идет набор минут. Удобно, что меню на русском языке. Пробежимся по меню. Коптильня имеет следующие программы: горячее копчение, холодное копчение, суп, тушение, отсрочка, жарко, подогрев, кнопка старт или стоп. Запускаем готовку. При прогреве коптильня потребляет максимум мощности около 0,6 кВт. Во время работы всего 100 Вт на поддержание температуры внутри. Крышка греется больше всего, около 60 градусов на ее поверхности. А вот корпус остается чуть теплым. Видимо, теплоизоляцию сделали без удешевления. Неприметная емкость для сбора жидкости гидрозатвора. Именно над ней находится левый край крыши коптильни в открытом положении. По окончании работы подается звуковой сигнал. Он не громкий, можно не услышать, особенно в другой комнате. Копчение закончилось. В воздушном режиме потребление 1,2 Вт. За полный цикл мы израсходовали всего 0,2 кВт энергии. Смотрим, что у нас получилось. Аромат копченой свинины, к сожалению, камера не передает. Цвет равномерный, ничего не подгорело. Пробовал коптить индейку, не филе, вместе с косточками. Рецепт рассола был одинаковый, как и у свинины. Кусочки только нужны среднего размера, чтобы не проваливались сквозь решетку. По-моему, получилось отменно вкусно. За счет высокого давления внутри коптильни дым проникает равномерно по всей глубине мяса. Неплохо получается пикша, только время приготовления не 50 минут, а 40. Свининка классная, без всякого жидкого дыма и меньше часа готовки. Жирок вытопился не полностью. Если кто любит копченое сало, тот оценит. Цвет просто изумительный, да, такую коптильню можно и в подарок преподнести. Теперь перейдем к недостаткам, к сожалению, они есть. Бывает, что щепа полностью не сгорает.
Если использовать для маринования мяса рассол, то вытапливается его немало, почти пол-литра. Несомненным плюсом считаю, что все съемные части коптильни можно мыть в посудомойке. Кстати, при установке емкости со щепой в чашу антипригарное покрытие царапается острыми ножками. Также придется купить чашу для супа, в стандартной комплектации ее нет. Была у меня вот такая коптильня. Копчение получалось неравномерное, то не сготовится, то подгорит. Если кто решится купить коптильню бренд, то стоит иметь в виду, что в помещении запах дыма все равно немного проникает. Спасает вытяжка над плитой или балкон. Еще рекомендую вынимать мясо, когда коптильня полностью остынет, так оно дополнительно настоится. На этом все, до новых встреч!